Первый вопрос, который вы слышите, когда показываете кому-либо квилт, сделанный своими руками, сколько же времени на это ушло, правда? Вас тоже спрашивали об этом. Сегодня мы сделаем один блок от начала до конца и посчитаем, сколько времени нужно, чтобы сшить лоскутное одеяло. Итак, новичков в лоскутном шитье наверняка смущает время, которое нужно потратить на изготовление квилта. Это некий пугающий фактор. Вы никогда не делали этого ранее, видите лоскутное одеяло и не представляете, как такое вообще можно сделать. Наверное, вы думаете, что на это уйдет целая вечность. Правда в том, что каждый квилт индивидуален и может состоять из любого узора, соответственно, нужно разное время на их изготовление. На изготовление одних уйдут часы, другие отнимут всего несколько минут. Но все равно вопрос о том, сколько у вас ушло на это времени, будет возникать постоянно. Сегодня я сделаю очень простой блок от начала до конца. Я не делал никаких предварительных заготовок, я буду делать все прямо сейчас. В углу экрана будет секундомер, и мы увидим, сколько точно времени ушло на изготовление одного блока. Начнем. Это достаточно простой дабл-фо пэтч, состоит из 4 квадратов, 2 из которых целые кусочки ткани размером 12 квадратных сантиметров. 2 других квадрата получаем путем сшивания полосок разных цветов шириной 6 сантиметров, затем разрезаем сшитые полоски на лоскутки со стороной также 6 сантиметров. Комбинируем цвета и сшиваем их, чтобы получить такие же по размеру квадраты. После этого просто сшиваем все части. Сейчас я все это проделаю на ваших глазах. В итоге наш блок будет выглядеть именно так, и мы засечем время, потраченное на его изготовление. Если для вас очень важно время изготовления квилта, можно воспользоваться одной хитростью. Я изначально купила в магазине разноцветную ткань. Сегодня я буду использовать ее для нашего узора. Это 2 очень красивых куска разноцветной ткани, и если вы выберете что-то подобное для своей работы, из одного куска ткани вы сможете получить множество разноцветных блоков. И это еще один способ ускорить процесс. Например, из этой ткани мы можем получить квадраты желтого и оранжевого цвета. Теперь я посоветуюсь со своей командой. Ребята, какая ткань вам больше нравится? Зеленая с голубым или желтая с оранжевым? Хорошо, я использую желтый с оранжевым, и это как раз кстати, поскольку за окном чудесный весенний день. Итак, приготовьте секундомер. У меня готовы все необходимые инструменты. Дисковые ножницы, булавки, перчатки, утюг, швейная машинка. Итак, давайте посмотрим, сколько времени у нас уйдет на этот блок. Начали. Около минуты уходит на глажку. Закройка требует времени, особенно если вы новичок. Со временем все будет получаться быстро и аккуратно. Для этого просто нужна практика. Наши полоски готовы. Аккуратно разглаживаем квадраты, состоящие из полосок.
Поточный способ шитья очень сильно ускоряет процесс. Создание квилта – это закройка, сшивание и глажка. Вот так несколько лоскутков ткани соединяются в одно целое. Теперь мы сошьем квадраты между собой. Это наш последний шов, рекомендую не вынимать булавки. Прогладим в последний раз. Стоп, сколько у нас на секундомере? Правда, ровно 10 минут? Я не подозревала, что это займет ровно 10 минут. Это очень здорово. Итак, чему мы научились сегодня? Во-первых, квилтинг – это хорошая физическая нагрузка. Видели, сколько раз я бегала от швейной машинки к утюгу и обратно? Вы, правда, очень много двигаетесь, занимаясь этим. Во-вторых, прежде чем мы перейдем к расчетам, стоит отметить, что раскройка, глажка ткани, нарезание и сшивание полос занимает 10 минут для создания блока именно с таким узором. Если вы хотите сделать другой узор, это может занять у вас больше или меньше времени, но все равно теперь у нас есть представление о неком отрезке времени, и мы можем перейти к расчетам. Давайте представим, что мы хотим сделать лоскутное покрывало для кровати. Стандартный размер кровати 178 на 224 сантиметра. В нашем блоке сколько? 25 сантиметров. Давайте проверим. Нет, ровно 20 сантиметров. Итого нам необходимо 9 блоков в ширину и 7 в высоту, то есть всего 36 блоков. Умножаем 36 на 10 минут и получаем 360 минут. Верно. 360 минут, чтобы сделать необходимое количество таких блоков. И сколько это часов? Команда поможет мне с расчетами. 10,5 часов. Итак, выходные длятся 48 часов. Если вы хотите сделать лоскутное покрывало на кровать, используя блок с подобным узором, у вас это займет 10,5 часов. Конечно, если вы новичок, у вас это может занять немного больше времени. Это средняя цифра, это достаточно просто, так что вы можете начать и закончить лоскутное покрывало уже на этих выходных. Если вы хотите знать больше о квилтинге, смотрите нас на следующей неделе. Нас можно найти в Twitter и на Facebook. Всегда рады общению. А сегодня мы наконец узнали ответ на вопрос, как долго вы работали над этим квилтом. Теперь вы можете ответить, я точно знаю, сколько это заняло у меня времени. Давайте калькулятор, я вам все покажу. До скорых встреч, пока-пока.